Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня поиграем за прекрасную черепашку Шелли, да. Вот такой вот красавчик, сборочку даже трогать не буду, в принципе она идеальна. Ну, конечно, колдерилина можно было бы всегда заменить, но иногда ты не можешь проконтролировать моменты на черепахе особенно, почему-то у меня так это случается, поэтому я решил оставить его. Пойдем в командные бои, не хочу душиться в соло-боях, поэтому пойдем разваливать. Тем более, у меня черепаха с первобытным инстинктом, а он у нее очень жесткий, очень крутой, поэтому я думаю, это будет весело. Главное, чтобы команда была хорошая. Блин, как-то... Как-то мне не нравится это. Этот Генри 14 уровня как-то мне не очень понравился. Бахнем сейчас с лука. Там команда противников уже к нам бежит. Так, надо бы... Пока что сделаем вот так вот. Я что-то боялся, что сейчас кто-то вылетит, но никто не вылетел почему-то. Это очень странно, кстати. Опа, кстати, видали, Никса оттолкнул, а? Генри, тебе не уйти. Так, бахаем. Блин, конечно, я в Жоуи попал. В кого же еще мог попасть? Опа, Левчанский, как тебе мой подарочек, а? Видали, как засейвил Дона? Вот это оно. Вот это оно. То есть Орел выстрелил с лука, взлетел и начал... И продамажил меня, да? Я правильно все понял? Блин, какой же он везунчик, а? Надо идти к команде, а то они тут аптечки лутают, а мы ничего не лутаем. Это проблема. Там сейчас с кем-то дерутся, ё-моё. С кем они тут драться успевают? Тут же никого не было. Хорошо, что у меня аптечки есть. Да блин, кто стенку поставил? Какой-то гений сделал, ну. Просто у меня слов нету. Просто какой-то гений поставил стенку. Да вы издеваетесь. Это что, пингвин делает? Вот жена Глэмор, да? Стенколюб. Какой ник странный. Подошел, ничего не делает. На тебе. Что? Вы видите, просто чел на никсе просто бегает, ничего не делает. Какие никсы странные, офигеть просто. Они просто бегают. Капец, просто капец. Что это вообще такое происходит? Это боты что? Нет, боты стреляют, в отличие от... Да пусть берет уже, пофиг на него. Этого неадекватного пингвина со стенками. Кто эти стенки постоянно ставит? Меня уже это бесит. Капец. Все. Мы всех этих никсов гениев убили. Блин, эти никсы, конечно, было нечто. Просто бегают, никто не стреляет. Я смотрю, жду, когда они выстрелят. Ставлю эту... Ну, ставлю первобытный инстинктом, активный навык. Но они не стреляют, бегают себе. Странные личности. Ну, как говорится, победка оформлена почти что. Конечно, пингвин у нас 11 уровня сейчас зарешает с легендарным луком, конечно же. Ну ладно, пусть уже будет у него, я, в принципе, не рассчитывал даже на легендарный лук. В принципе, на пингвине он пожестче, в плане того, что ты можешь маневрировать, быстро менять позицию, быстро догонять противника и бахать легендарным луком, и это эффективнее, чем на черепахе с копьем перемещаться и бахать. О, этот выстрелил, смотрите. Умеет стрелять с лука, ничего себе, вот это Никс. Жесткий. О, видали, кстати, просто лук бахнул в направлении Никса, даже не целился. И попал. Скилл получается. Конечно же нет, просто везение. Сейчас на халяву, наверное, добьем последних двух противников, и это изи победка. Ну, а видали? Оттолкнул. Тактика. Ну, черепах он приятный сейчас стал, прям... Раньше оно просто ему давало преимущество в плане того, что он мог не получать урон, а теперь это еще дает отражалку, и в командных боях это кай. Да. Еще бы какого-нибудь такого союзника, который мог бы толкнуть тебя. Вот реально, нам бы сейчас какого-нибудь персонажа в игру, который не притягивает, а толкает. И было бы вообще кайфово. То есть, берешь черепаха, садишься в активный навык, и тебя твой союзник толкает вперед. Ну, енот точно толкать не будет. Не знаю, такой должен быть другой, типа носорога, наверное. Если носорога добавят, да, когда-нибудь в игру, то типа вот такое должно у него быть. Но посмотрим. Ладно, давайте отправимся дальше, боец. Было бы прикольно, на самом деле. Тебя толкают в толпу противников. И ты такой стоишь в этой штуке, в активном навыке черепаха. И все противники такие, вжух, и их нету просто. 14-й Брюс, который не двигается. Прекрасно.
Просто... Почему мне так везет? Ну да. Вспоминаю вчера игру за прекрасного слоника Фрэнка. Как же мне тогда везло с командами. Ух, прям... Лучшая команда в мире, как говорится. Надо, кстати, копье залутать. Намекну ребятам, что здесь есть копье серебряное. Залутаем его. Ну что, у нас все хорошо, у нас есть все, что нужно. У нас есть Брюс, который застыл опять. Ой, кролик с инструментами. Я тут думаю, как ему 6 артефактов пихнуть 4 слота, он с инструментами играет. Понимаете, да? Вот такие вот дела, да. Для кого-то инструмент — это жизнь. Красота прям получилась. Видали, как Рабика замутил, а? Он прям сам не ожидал. Так, не успеваю я бахнуть. Ай, моя команда там просто умирает. Я решил все-таки им помочь. Умирающим бедняжкам. От кого они тут умирают? Все, поумирали? Че они не стреляют в противника, я не понимаю. Ну ладно, тут наши ребята собрались хотя бы вместе. В принципе, 400 плюс он должен все убить, я так понимаю. Похилимся сейчас с лишней аптечкой. Забахаем в этого красавца и погнали вперед. К победке. Брюсик там просто идет, врывается. С ботиночком играет. Не, ну ботиночек это еще не самый плохой вариант, как бы. Ля какие. Бочколюбища, а? Бочколюбища. Смотрите, сколько этих бочколюб. Ля какие бочколюбы. Ах ты бочколюбина такая, а? Блин, как же... Какой... Вы видали, как я попал копьем? Вот это меткость, это я понимаю уровень. Элита. Элита зубы. Это я про себя, если что. Прям топовые попадания копьем. Оба, все отразилось, да? Красиво. Ладно, не все отразилось, но сойдет. Мне, в принципе, кайф. Я иду, Брюс танчит. Автоатакой бахаем. Не, ну это красота. С таким Брюсом играть — это красота. Он кнопочки нажимает. Понимаете, да? Он умеет нажимать кнопочки. А я не очень. А я не очень, да. Я так чисто посмотреть пришел. Как Брюс нажимает кнопочки, не более. Ладно, хватит, надо нормально играть. Хотя уже один склад против нас остался, по идее. Нужно будет все-таки быть аккуратнее. Брюсик там сейчас по-любому догонит этого последнего челика. Сейчас спрятался, да? Вот же наглая морда. О, опять бочколюб. Это тот с той команды, которую мы сейчас убивали только что, понимаете, да? Тут бочколюбы просто... Ну, конечно, не все там, скорее всего, были, но... Опять же, часть из игроков — это бочколюбы, и вот из-за этого, конечно, эти игроки и проигрывают командные бои, потому что они просто используют инструменты в боях. Да, бери, Брюсик, без разницы, как бы. Опять этот Никс, офигеть. Гляньте, просто воротливые Никсы. Ай, как же за ними весело гоняться, конечно. Вон он, видите, сидит. Там еще один Никс. Смотрите, просто толпа Никсов. Просто толпа Никсов. Вот понимаете, да, игроки как играют в эту игру? Они играют вот через прятки. Через прятки. Жесть. Не, ну конечно, у нас был 14-й Брюс, у нас был 13-й я, да, или 14-й даже я, не помню, какой тут уровень черепах. Но даже в этой ситуации я бы был бы на их месте, я бы играл нормально. И было бы все красиво, на самом деле, потому что, как вы знаете, у нас немножко завышен урон от низких уровней, и хпшка низким уровнем. Короче, им все завысили по отношению к высоким уровням. То есть, когда ты 7 уровень против 13-го, ты что-то можешь сделать. И это, на самом деле, очень круто. Хотя почему, когда я играю на каком-то низком уровне против какого-нибудь высокого, этого ничего не заметно. Очень странно, как это работает, но это зубы. Ладно, давайте закрепим третьей победкой. Командные бои на черепахе. Как бы вот, знаете, как-то на черепахе играю, сейчас ничего не делаю, как бы победы сами мутятся. Это очень странно, на самом деле. Очень странно.
Блин, немножко не попадаю. Так, нам дробовика бы еще завести. Но его нету, к сожалению. Ну, говорится, и ладно. Ну, погнали, погнали, чё. А я сесть не могу, понимаете? Вот я столько времени потратил и даже не смог сесть. А у нас нет дробовика на команде. У команды, точнее. У меня команда... Вот понимаете, эта Лиза бежала сюда, лишь бы с нами подраться. И в итоге сбежала от нашей команды, понимаете? Вот это командный игрок. Вот это я офигеваю просто. Командный игрок на Лизе, вы это видите вообще? Она сбежала просто. Она просто сбежала от нас, когда мы начали все драться. Офигеть. Офигеть, у меня просто нет слов. Вот это я понимаю командный игрок. Я, конечно, видел, что там, что там был орел, но как бы орел по итогу где-то в другом месте был. Ой, но все равно это так выглядело странно. То есть, говорит, погнали драться, и избегает от нас. Акул здесь один соло разваливается. Красавчик, короче. Акул. Ну, не сегодня, Акул. Красавчик, красавчик. Кого? Просто не... Видите, Акула не остановить. Мощь, сила. Дерзкий, убийца. Ох, веселый Акул. А челику явно нравится играть в эту игру за Акула, потому что, ну, вот такие вот штуки может мутить себе, позволять вот, бегать вот так вот всех уничтожать. Это прекрасно, на самом деле. Это прекрасно. Главное, чтобы игра нравилась, главное, чтобы вот такие моменты радовали. А не вот это вот все с душниной и всем остальным, когда команда тебя бросает и все такое. Ну да ладно, как говорится, надо побеждать, поэтому будем это делать. Остался против нас сквад и парочку отдельных челиков. Конечно же, которые будут убегать, но это логично. Я бы тоже на их месте убегал. А легендарный дробовик, красавчик, Макол, а ну-ка. Покажи мощь легендарного дробовика. Блин, что-то тоже захотелось на Акуле поиграть после того, как этот Акул тут всех поразваливал, да? Черепах, он все-таки прикольный, но не настолько. Черепах хорош против более сильных команд, когда тебя душат там какие-нибудь орлы, бобры, ну ладно, не бобры, кролики, скипи, То есть, когда ты находишься в меньшинстве, тогда черепах хорош. Когда против тебя более сильные противники с луками, с дробовиками, дабл дробовиками, вот тогда все прям прекрасно. А когда ты тащишь, нагибаешь, ну это ни о чем. Никс, кстати, 12 уровня был. Интересно, что случилось, почему он без своего сквада играет, непонятно. Вообще сейчас 4 противника осталось, и кто это вообще такие? Я видел только Никса одного. А вот, пингвин еще. Черепаха наш с ботинком играет второй. То есть это я тут один. Безускоро. Акул тоже вроде с ботинком играет, но это не точно. Далеко не точно. Ну и все, как бы, противники все убиты. Конечно, хамелеон такой дерзкий. Но получается их тут трое. 4. То есть у них склад из 4 игроков, и они все были отдельно. Ну вот вы понимаете, да? Хамелеон был отдельно. Эти двое непонятной фигней строят. То есть, вот видите, командная игра. Вот, их Джей, тут эта союзница, просто была отдельно. Почему? Почему отдельно нужно играть? У них были все шансы на победу, если бы они играли командно. Зачем они играли отдельно, я не понимаю. Вот элементарные вещи совершать и быть победки. Но нет, они каждый раз одно и то же происходит. И вот такие вот штуки приводят к поражению. Поэтому играйте, ребятки, командно, и всегда у вас будут победки. Ну, в большинстве случаев. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Опять же, напоминаю, завтра результаты розыгрыша, поэтому у вас есть последний шанс поучаствовать в этом всем прекрасном содействии на 8000 гемов розыгрыша. Возможно, вы сможете победить и получить 1000 гемов. Да. Поэтому вперед, как говорится. А на все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.